Глава Ингушетии нам сегодня подробно расскажет о том, как идет социальная работа в республике, ликвидация безработицы, создание новых рабочих мест и о многом другом. Сегодня в СМИ появилась информация, что вынужденные переселенцы из Осетии и Чечни жалуются, что якобы к 15 апреля их будут выселять из их временного жилья. Это правда или нет? Что будет с этими людьми? Спасибо. Спасибо за вопрос. У нас в республике находится более 29 мест компактного проживания. Это постройки, которые в то время еще были построены как временное жилье на год, на два. Ну и представляете, во что они превратились. Мы для того, чтобы создать условия для людей, понимая, что в ближайшие перспективы нету средств и возможности построить или там переселить или выделить им средства, начали проверять эти места компактного проживания, уже год проверяем, смотрим и определились так. Те, кто законно проживает на этой территории, в этих местах компактного проживания, то есть те, кто являются беженцами, для них мы выделяем на год, чтобы снимать жилье, по 50 тысяч рублей. А в тех районах, где эти места находятся, это вполне достаточно, и они спокойно могут эти деньги использовать. И для них строим в этих же районах по одному многоквартирному, двухквартирные дома, для того, чтобы потом их туда переселить. В случае, если мы в течение года это не сможем сделать, то мы и на следующий год дадим им такие же деньги, чтобы они снимали себе жилье. То есть мы их не выкидываем, а создаем условия. Этим самым мы собираемся ликвидировать вот эти места компактного проживания, понимая, что там полная антисанитария, в том числе, что греха таить, и криминал, и всякие там нехорошие вещи в таких местах происходят. Но опять же, там есть количество в процентном отношении людей, которые незаконно там проживают. То есть это местные жители, которые не имели никакого права туда селиться. Вот эти люди, да, могут где-то жаловаться или же подключать в том числе и беженцев. Почему? Потому что беженцы тоже находят причиной, вот нам тут удобно, у них там торговые точки какие-то условия, и, конечно, здесь мы не можем каждому идти на поводу. Задача ликвидировать это как слой, как явление места компактного проживания, но при этом, еще раз заверяю, создаются все условия, в этом в курсе и прокурор республики, это все под контролем, все делается, никого не выкидываем, создаем условия, не более того. Какие инвестиции есть? О китайских инвестициях очень многое пишут в средствах массовой информации. Ну, по инвестициям, конечно, чуть сложнее. У нас пока в основном превалируют государственные инвестиции, да? Это деньги, которые выделяются по линии различных федеральных целевых программ и программ, которые там, ведомствах, которые составлены. Прямые инвестиции. Мы в этом году начинаем строить гостиницу «Инвестор», который там, это тот же житель республики, который в других регионах России работает, является хорошим бизнесменом, он будет строить гостиницу. Строить будет швейную фабрику, это тоже прямые инвестиции, тоже наш житель, который будет строить. Приезжала делегация Китайской Народной Республики, там мы планируем на промышленной площадке, тоже они хотят создать швейное производство, более там на 500 миллионов рублей. И опять же, посмотрев две площадки, выгодные для них и по линии агропромышленного комплекса, тепличное производство более чем на 1 миллиард рублей. Ну, с твердым желанием они уехали, у них передовая группа была, в ближайшее время мы ждем основную группу, китайскую делегацию, которая к нам приедет. Надеемся, они тоже в эту схему втянутся. Помимо этого, мы сейчас ведем переговоры с канадской компанией по лесозаготовке, в глубокой переработке древесины. Мы в прошлом году с ними частично уже соглашение подписывали, и в этом году они уже созрели, готовы работать. Почему? Потому что в прошлом году они упор делали на то, как стабилизируется обстановка в этом году, насколько она будет стабильна. И когда они сегодня видят результаты, уже готовы вкладывать, готовы работать. Тем более вы знаете, что по линии Северо-Кавказского федерального округа даются такие хорошие гарантии правительством России. Это тоже их заинтересовало. И вот это создание заводов, фабрик, цехов по линии древесины, глубокой переработки древесины, более 3000 рабочих мест в том числе, это тоже хороший такой потенциал был бы для республики. Помимо этого, турецкая компания заинтересовалась
Тоже вот буквально на днях они приедут, будут там общаться по этому вопросу. Опять же, по агропромышленному комплексу. Они хотят построить там тоже тепличное производство на более чем на 1,5 миллиарда рублей. Посмотрим, это пока такие версии, но сегодня то, что мы сегодня выделили земли, сделали землеотводы, утвердили бизнес-планы и реально согласились с теми проектами, которые сегодня есть, это швейная фабрика и гостиница. Остальное все пока в виде таких частичных соглашений. Те рабочие места, которые, так сказать, возникнут вследствие, так сказать, вот этих ваших, так сказать, новаций, кем они будут заняты? Здесь сложный вопрос в плане того, кем будет заняты. Вы знаете, мы во всех регионах, где мы подписываем соглашение, мы просим в том числе, и буквально в прошлом месяце отчитывался министр образования, изъявили желание более 30 специалистов по линии образования приехать в республику, особенно начального дошкольного образования, да, приехать в республику работать. Конечно, мы подбираем специалистов и других регионов, ну и своих специалистов. Пока, конечно, такой катастрофы мы не видим, что мы их не заполним, но в специалистах проблема, в том числе по линии образования и здравоохранения, основная проблема. Мы по линии занятости в прошлом году направили более 100 человек и по линии образования, и по линии здравоохранения на переподготовку, переквалификацию на какие-то вещи. Мы делаем сейчас заказы в академии, мы сейчас, когда посещали и Красноярск, и Пензенскую область, и Рязанскую область, и другие медицинские учреждения делаем заявку, чтобы могли бы к нам специалистов поставить и приехать. Ну и создаем условия для этих специалистов. Мы сейчас, задача такая, при каждой школе, при каждой новой больнице ставить коттеджные или там квартирные дома для тех специалистов, которые будут приезжать в республику работать. Прямой вопрос. Это люди России? Да. Это из других регионов России. Да, это люди не, если уж там так хотите вопрос, не ингушской национальности, это там любой, кто есть там, ну, в основном, конечно, это будут русские, которые будут приезжать. Но мы, опять же, этим же вопросом снимаем и тему возвращения русскоязычного населения. Почему? Потому что те, кто будет возвращаться, или там те, кто даже специалисты будут работать, мы стараемся создать условия так, чтобы они там остались бы и закрепились в основном. Недавно опубликовали предварительные результаты переписи. Удивительные результаты по Ингушетии. Если верить переписи, самая большая убыль населения якобы в Ингушетии, там близко к 15%. А вы можете как-то это объяснить? Ведь понятно, что рождаемость вряд ли в Ингушетии там ниже, чем в Чечне или в Дагестане сильно. То есть вот убыль получается 1050 населения, при том, что ждали-то наоборот такого же прироста. Эти десятки тысяч людей, они выехали, что ли? Или прошлая перепись была некорректной? Спасибо. Ну, пока не хотел бы я это озвучивать. Почему? Потому что мы подняли этот вопрос на уровне и администрации президента, и главы Северо-Кавказского федерального округа, и правительства России. Просим пересмотреть эти вещи. У нас есть свои там замечания по этому поводу, есть свои взгляды, виды. Конечно, их не меньше, их больше. По нашим подсчетам, население должно быть более 600 тысяч. У нас почему-то не на 50, а где-то на 100 с чем-то тысяч снизили процентом. Пока не буду по этому поводу как бы подробно комментировать. Надеюсь, что в ближайшее время там комиссию назначат, и мы будем разбираться с этим вопросом. Есть там тема, отдельная тема, почему так сделано и почему так сделали. Хотя я не хочу там ни в коей мере обвинять там Росстат тем более, но вот ведомство на территории республики, там, конечно, чуть-чуть замутили, не так и не туда. Потом будем разбираться. В том числе там связано и с беженцами, и со всеми там делами. Как будет способствовать борьбе с преступностью идея введения всеобщей дактилоскопии? Что вы вообще про это думаете? По дактилоскопии. Вы знаете, да, в прошлом году, когда озвучили такую информацию, что в Северо-Кавказских республиках всех там 100% населения там продактилоскопировать, да? Я против вот этих вещей, когда говорят вот Северо-Кавказская республика. Не надо нас отделять или выделять. Мое мнение, если мое мнение спросить, я считаю, что 100% населения страны должны через это пройти. Да, это плохо, может, для преступника, а нам-то, мирным, нормальным людям, что беспокоиться. Это раз. Второе, посмотрите, сколько в стране стихийных, нестихийных вещей во всем мире.
И мы же не для преступника, это почему вообще зацикливаемся, что это для преступника надо? Это для нас, для мирных, нормальных людей надо. Случилось что-то, тут же выявить, кто есть кто. И родственникам помощь, а не ждать там годами, там, месяцами там, или, там, и тратить на это большие деньги, в том числе в экономическом плане. В этом плане, я считаю, должно быть так. Если бы это все было бы сделано, почему мы на второй день уже знали примерно по Евлоеву? Потому что его в армию забирали, все, отпечатки пальцев были. База данных, вот она, сразу, 5 секунд. Здесь ничего плохого нет, я знаю, что сейчас вносится руководством Следственного комитета России законопроект в Госдуму по этому вопросу. Если это касается всей страны, я двумя руками за и считаю, что так должно быть. Но если это будет касаться там только субъектов Северокавказа, я считаю, что так нельзя делать. Не надо нас выделять или там выставлять.